Сегодня речь пойдет о столярном изделии, которое на первый взгляд может показаться простым. Простым потому, что состоит всего из 5 деталей, не считая шкантов и колес. Сложным же я его посчитал потому, что на этом изделии были отработаны несколько важных и сложных для меня столярных приемов, которые планируется использовать при изготовлении мебели. Но тренироваться на большом изделии есть определенный риск его испортить и потом переделывать. А тренироваться на обрезках зачем, если можно сделать что-то полезное? Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Назначение у этого изделия может быть разное, но я буду его использовать как подставку под системный блок компьютера на колесах. Что на нем отрабатывалось? Первое – это заделка дефектов древесины, и подробный рассказ о выбранном способе вышел недавно и есть на канале. Второе – это соединение щитов по торцу под 45 градусов. То, что называют waterfall или водопад, то есть соединение, при котором рисунок текстуры древесины не рвется на изломе, а имеет продолжение. Нужно было определиться со способом обработки торцов, с укреплением соединений, со сжатием деталей при склейке. А что из этого получилось, дальше в видео.
Наверняка кто-то обратил внимание в начале ролика на влажность лиственницы, из которой делается это изделие. Да, влажность 11%. И работа с материалом такой кондиции – это еще один тест, который проводился на этом изделии. Изготовление изделия из древесины с влажностью, отличной от равновесной влажности окружающей среды – это принятие риска того, что изделие может изменить геометрию, покоробиться или потрескаться. Предыдущий опыт научил меня, что риск можно исключить полностью, только если его не принимать, то есть если ничего не делать. Во всех остальных случаях риск неизбежно присутствует. Он может быть высоким или низким, и задача в этом случае либо думать над снижением вероятности наступления риска, либо над снижением ущерба, в случае, если он все-таки реализуется. Поэтому для столяра непрофессионала, коим я являюсь, при невозможности работать с совершенно сухим материалом, то есть минимизировать вероятность, важно так рассчитать и спроектировать изделие, чтобы изменение влажности минимально отразилось на изделии впоследствии. Поэтому конструкция и этого изделия, и последующего будет склонна только к изменению геометрии, что для него не критично. Коробления либо трещин быть не должно. Согласитесь? Прокомментируете такой подход? Вот такое получилось изделие. Финишной отделки у него пока не будет. Покрывать буду вместе с другими элементами мебели, когда их сделаю. Полученным результатом я доволен. Заделка дефектов показала себя на отлично. Waterfall получился на твердую четверку, так как было сделано несколько ошибок. Кто-то из вас, может, даже обратил внимание на их последствия. К теме ошибок я еще обращусь. Хотел бы с вами обсудить ее отдельно, но некоторые мысли приведу в описании к этому ролику. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. На сегодня все. До следующей встречи.